А что если я скажу тебе, что с одной из этих китайских машин ты можешь заработать свои первые $100 уже на следующей неделе, работая прямо из дома? Забудь идею, что для старта бизнеса нужна целая удача или состояние. Сегодня я покажу тебе 20 бизнесов на китайских машинах с низкой себестоимостью, которые ты можешь начать прямо сейчас в своей стране. Представь, ты вкладываешь небольшую сумму в одну машину и превращаешь это в реальный бизнес, не уезжая из своего города. Ты прямо сейчас узнаешь секрет, которым уже пользуются многие предприниматели, чтобы строить финансовую независимость. В этом видео мы разберем 20 идей, которые уже работают, от еды до производства и кастомизации товаров, и ты сможешь начать зарабатывать уже сейчас. Мы проведем тебя через каждую возможность и объясним, что делает каждая машина, какой бизнес ты можешь на ней построить и какой потенциал дохода тебя там ждет. Оставайся до конца, потому что последние 5 идей самые прибыльные и при этом наименее известные. Это настоящие скрытые жемчужины, которые могут изменить твою финансовую жизнь навсегда. Бизнес номер 20. Машина для резки и формовки пластика. Начинаем с бизнеса номер 20, с машиной, которая открывает целый мир возможностей. Это машина для резки и формовки пластика. Звучит как что-то очень промышленное, но на деле это супер универсальный инструмент для домашнего бизнеса. Такие машины, например, небольшой лазерный резак или термоформер, позволяют брать пластиковые листы и придавать им практически любую форму, которую ты можешь представить. Пластик нагревается до мягкого состояния, а потом формуется или режется с невероятной точностью. Представь себе 3D-принтер, только вместо печати он создает изделия из листов, и для некоторых товаров это получается быстрее и дешевле. Какая проблема решается? Очень простая. На рынке не хватает недорогих кастомных изделий для малого бизнеса. Ты можешь делать витринные дисплеи, детали для моделей или дронов, или, например, крайне востребованную нишу – рекламные и промо-изделия. Ты можешь делать брелки, таблички для мероприятий и даже формы для мыла ручной работы. Сырье стоит недорого, а цена готового изделия может быть в разы выше. Табличка, которая обойдется тебе в $5, может продаваться за $50. Маржа шикарная. Инвестиции в такую машину обычно от $400 до $2000, и многие модели уже идут с простым программным обеспечением. Это идеальный бизнес для тех, кто любит творчество и хочет предлагать решения под заказ. Ребят, всем привет! Меня зовут Иван, и со мной вы можете легко заказать любой товар оптом из Китая, напрямую от производителя, без переплат и посредников. Если нужно оборудование для производства или товар для перепродажи, напишите просто мне. Просто присылаете мне запрос или фото, и я найду поставщика, уточню цену, проверю товар и организую полностью доставку. Все под ключ, от поиска до логистики. Отдельно работаем с пищевыми и не пищевым промышленным оборудованием. Сканируйте вот этот вот QR-код и оставляйте заявку, обсудим ваш заказ лично. Пока! Бизнес номер 19. Машина для тиснения фольгой по коже. Дальше бизнес номер 19, и здесь у нас машина, которая добавляет стиль, статус и ощущение премиум. Это машина горячего тиснения фольгой по коже. Это прямой билет на рынок персонализированных кожаных изделий, нишу, где люди готовы платить больше за уникальность. Машина использует тепло и давление, чтобы переносить рисунок или логотип на кожу с помощью металлической пленки – фольги. В итоге получается блестящий профессиональный эффект, который буквально кричит «качество». Какую проблему решает? Нужны уникальные подарки и корпоративные вещи высокого уровня. Ты можешь закупать кошельки, ремни или блокноты оптом и продавать услугу персонализации. Поставил инициалы на свадебный подарок, нанес логотип компании на ежедневнике. Каждое такое тиснение добавляет огромную ценность при минимальной себестоимости. Сама машина стоит относительно недорого, примерно от $200 до $700. Представь, ты купил обычный кошелек за $10, добавил инициалы, это занимает меньше минуты, и уже можешь продавать его за $30 или $40. Да, нужно чувство цвета, но вход в эту нишу очень легкий. Бизнес номер 18. Робот-рука для еды. На месте 18 мы прыгаем в будущее. Это роботизированная рука для еды. Звучит как фантастика, но Китай сделал робототехнику доступной. Сегодня ты реально можешь поставить у себя на кухне кобота, то есть collaborative робот, то есть робота-помощника. Эти руки компактные и идеально подходят для повторяющихся задач. Они могут лепить пельмени, украшать торты с миллиметровой точностью или раскладывать ингредиенты в сэндвичи. Какая проблема решается? Несовместимость качества и медленная скорость ручного производства. Робот-рука становится твоим лучшим сотрудником. Она не устает, не ошибается и обеспечивает одинаковый результат каждый раз. Это дает рост производства без найма большой команды.
Плюс экономия на персонале, увеличение мощности и повышение гигиены. Инвестиции выше, от 3 до 10 тысяч долларов, но окупаемость может быть очень быстрой, если ты выберешь специализацию и станешь главным поставщиком для ресторанов в своем городе. Бизнес номер 17. Система для замороженной выпечки. Бизнес номер 17 – идея на растущем тренде – удобство. Это система оборудования для замороженной выпечки. Это набор машин, миксер, формовщик и шоковая заморозка – бласт-фризер. Смысл в том, что ты производишь хлеб и выпечку, замораживаешь, а выпекают их уже позже. Они получают продукт как свежий, а ты берешь на себя массовое производство. Базовая система стоит примерно от 5 до 20 тысяч долларов. Модель удобна тем, что ты оптимизируешь производство. Один день делаешь 1000 единиц, замораживаешь и спокойно развозишь всю неделю. И еще важный момент. Ты можешь выделяться за счет ниш, предлагать ремесленную выпечку, веганскую или безглютеновую, а это часто самые прибыльные сегменты. Бизнес номер 16. Машина для резки и беговки упаковки. На месте 16 – ключевой сектор любого товара – упаковка. С машиной для резки и беговки ты можешь запустить бизнес на кастомной упаковке, услугу с бесконечным спросом. Эта машина, ее еще называют режущий плоттер, режет и делает линии сгиба на картоне и других материалах с высокой точностью, и отлично от классических методов, она идеально подходит для малых тиражей и прототипов. Проблема, которую решает, маленьким предпринимателям нужна профессиональная упаковка, но они не хотят заказывать тысячи коробок на заводе. Ювелирному бренду нужна красивая коробка, шоколадной мастерской нужна особая упаковка, и ты можешь закрыть эту потребность. Прибыльность отличная. Машина стоит примерно от 2 до 7 тысяч долларов. Ты покупаешь листы картона по низкой цене и превращаешь их в дизайнерскую упаковку, которая продается гораздо дороже. Ценность в персонализации. Сейчас распаковка, анбоксинг – важнейшая часть продукта, и бизнес, который создает упаковку, которую хочется показывать в соцсетях, очень устойчивый. Бизнес номер 15. Машина для крафтовой резки, типа Cricut. Дальше номер 15. Это машина, которая буквально взорвала креативный рынок. Крафтовый режущий плоттер тип Cricut. Да, есть известные американские бренды, но китайский рынок предлагает мощные и конкурентные аналоги. Это настольный плоттер, который точно режет сотни материалов – винил, бумагу, ткань, тонкую кожу и многое другое. Бизнес-возможность здесь, одним словом, бесконечная. Проблема решается простая – нехватка персонализированных товаров для мероприятий и декора. Ты можешь делать украшения для вечеринок, топперы для тортов, баннеры, таблички. Еще одна прибыльная ниша – кастом футболок термотрансферным винилом или наклейки для стен и ноутбуков. Инвестиции очень низкие, машина стоит примерно от 200 до 600 долларов. Можно работать из угла комнаты и продавать через соцсети, идеально для творческих людей. Бизнес номер 14. Принтер прямой печати по ткани, DTG. На месте номер 14 мы поднимаемся на новый уровень в текстильной кастомизации – DTG принтер, Direct to Garment. Если винил – это как рисовать трафаретами, то DTG – это как печатать фотографию высокой четкости прямо на футболке. Полноцвет, градиенты, супертонкие детали. Проблема, которую он решает – ограничение других методов, когда нужны сложные дизайны небольшими партиями. Главный плюс DTG – почти нет настройки под тираж, поэтому выгодно печатать даже одну футболку. Это идеально под модель Print on Demand. Клиент оформил заказ, ты распечатал. 0 складов, 0 риска. Инвестиции серьезнее, примерно от 3 до 8 тысяч долларов за стартовую модель, но ценность готового продукта выше, и ты можешь продавать футболки с арт-дизайном по премиальным ценам. Бизнес номер 13. Шилькография по упаковке. Под номером 13 – классика, адаптированная под современные потребности. Шилькографический станок для упаковки. Такие машины в полуавтоматических версиях из Китая стоят примерно от 1500 до 4000 долларов. Они позволяют печатать плотными, яркими красками на картонных коробках, бумажных пакетах или бутылках. Проблема здесь – потребность малого и среднего бизнеса в премиальной, отличающейся упаковке. В отличие от цифровой печати, шилькография позволяет использовать специальные краски, металлик, выпуклую печать, все, что создает эффект «дорого».
и по ощущениям, и визуально. Представь коробку для вина, где логотип сделан выпуклой золотой краской. Ты можешь специализироваться на узкой нише, упаковка для натуральной косметики или для спешлти кофе. Это бизнес, где сочетаются ручной навык и серийное производство. Бизнес номер 12. Термопресс для печати по текстилю. На месте номер 12 одна из самых популярных машин для старта из дома – термопресс. Это прямой вход в мир кастомизации. По сути, термопресс – это большой точный утюг, который переносит изображение со специальной бумаги на ткань, кружки, кепки и многое другое. Проблема – людям постоянно нужны персонализированные вещи быстро и недорого, для событий, тематик, подарков. Инвестиции низкие, полный комплект может стоить от $300 до $800. Самое очевидное – футболки, но не ограничивайся. Кружки с фото – один из самых популярных подарков. Кепки под определенные мероприятия. Главное – найти нишу. Футболки для собачников, кружки для программистов, мерч для локальных сообществ. Переходим к номеру 11. Машина, которая выглядит как фантастика, но стала очень доступной. Лазерный гравировочный станок. Он перевернул мир кастомизации. Ты можешь выжигать дизайны с отличной детализацией по дереву, акрилу, коже, стеклу и даже металлу. Проблема – людям не хватает реально уникальных и вечных подарков и промо-изделий. Ты покупаешь обычные вещи и превращаешь в уникальные. Доски для нарезки с рецептом, бокалы для виски с инициалами, логотип компании на термокружках. Стартовые модели с диодом стоят примерно от $400 до $1500. Добавленная ценность огромная. Доска за $5 легко превращается в товар за $30 или $40 после кастомизации. Если у тебя есть вкус и глаз на дизайн, это одно из лучших вложений. Мы уже прошли половину списка – 10 реальных возможностей для старта своего бизнеса. И теперь я хочу услышать тебя. Какая из этих 10 идей тебе понравилась больше всего? Какую ты реально видишь, что сможешь сделать? Напиши в комментариях. Я правда люблю читать, как у людей просыпается предпринимательский азарт. Продолжаем, потому что дальше будет еще интереснее. Бизнес номер 10. Автоматическая этикетировочная машина. Заходим в топ-10 с машиной, которая решает фундаментальную проблему любого бизнеса с упаковкой – автоматический аппликатор этикеток. Может, это и не самая гламурная машина, но потенциал у нее огромный. Она быстро и идеально наклеивает самооклеивающиеся этикетки на бутылки, банки или коробки. Проблема ручной наклейки – это скорость и отсутствие профессионального вида. Кривая этикетка может убить впечатление о продукте. Здесь два пути. Первый – ты можешь предлагать услугу «этикетировка под ключ» для небольших производителей меда, соусов или косметики. Они привозят тебе продукцию, ты клеишь этикетки за оплату. Второй – если у тебя есть свой продукт, эта машина помогает сразу масштабироваться и выглядеть профессионально с первого дня. Бизнес номер 9. Аренда малой строительной техники. На месте номер 9 – возможность в строительном секторе. Это аренда малой и средней техники, импортированной из Китая, мини-экскаваторы или компактные погрузчики. Китайская техника заработала неплохую репутацию за прочность и цену. Проблема, которую ты решаешь, мелким подрядчикам, ландшафтникам и частникам часто нужна такая техника на один день или выходные, но покупать ее они не могут. Твой бизнес – держать небольшой парк техники и сдавать ее посуточно. Окупаемость может быть удивительно быстрой. Мини-экскаватор, который стоит $10 000, можно сдавать за $200 или $300 в сутки. Бизнес номер 8. Гидравлический высекательный пресс. Под номером 8 мощная и точная машина – гидравлический пресс-резак. Он вырезает неметаллические материалы – кожу, ткань, пену, резину. Работает так. Штамп, стальная форма с острой кромкой, прижимается к материалу и получается идеальная деталь снова и снова. Проблема. Многим отраслям нужны идеально вырезанные детали – автопром, обувное производство, упаковка, где требуются поролоновые вставки. Твой бизнес – сервис-мастерская. Компании присылают материал и штампы, а ты занимаешься массовой вырубкой. Это B2B-модель со стабильным доходом. Инвестиции выше, от $5 000, но ты становишься важным звеном в цепочке поставок для разных отраслей. Бизнес номер 7. CNC-станок.
Номер 7. Королева производства. CNC-станок. Станок с числовым программным управлением. Он вытачивает и режет металл, пластик или дерево с невероятной точностью. Сегодня импорт настольного или среднего CNC из Китая стал доступнее. Цены примерно от 2500 до 10 тысяч долларов. Проблема – рынку нужны точные детали и прототипы для изобретателей, стартапов и производства. Ты можешь делать прототипы, детали для автоспорта, алюминиевые формы или даже премиальные продукты вроде стальных бритвенных станков. Да, порог обучения выше, но и награда огромная. Деталь, которая стоит тебе пару долларов по материалу, может продаваться за сотни. Бизнес номер 6. Автоматические линии нарезки и формировки еды. Номер 6 – снова еда, но уже почти промышленный уровень. Автоматические линии нарезки и формировки. Система берет сырье и превращает его в полуфабрикаты, готовые к приготовлению. Котлеты, наггетсы, рыбные палочки. Китайские поставщики предлагают turnkey линии, которые автоматизируют весь процесс. Бизнес-идея – стать поставщиком переработанной еды для отелей, ресторанов и супермаркетов. Проблема – ресторанам выгоднее покупать уже сформированные и часто замороженные заготовки. Это экономит время и персонал. Ключ – ниша. Например, качественные веган-котлеты или наггетсы из фермерской курицы. Инвестиции могут начинаться от 15 тысяч долларов, но потенциал по объему огромен. 5 самых прибыльных и наименее известных идей. Мы подошли к самой ожидаемой части. Следующие 5 идей – настоящие коронные. Это бизнесы, где высокая прибыль сочетается с меньшей конкуренцией. Слушай внимательно. Бизнес номер 5. Машина для фасовки порошков и паст. Начинаем топ-5 с очень универсальной машины – фасовка порошков и паст. Она точно дозирует специи, кофе, муку, соусы, кремы или мед в пакеты или банки. Проблема – многим нишевым продуктам не хватает профессиональной упаковки. Крупным игрокам это не интересно, а маленькие бренды страдают. Ты можешь покупать специи оптом, делать свои смеси и фасовать под своим брендом, или паковать спешиалти кофе. Натуральная косметика – отдельная золотая жила. Глиняные маски, кремы, пасты. Стартовая полуавтоматическая машина стоит примерно от 900 до 3500 долларов. Твоя добавленная ценность – бренд, маркетинг и упаковка. Бизнес номер 4. Автоматическая промышленная фритюрница. Номер 4 – сердце многих успешных фуд-производств – автоматическая промышленная фритюрница. Это системы непрерывного действия с конвейером, которые жарят продукты оптом. На китайском рынке такие фритюрницы стоят примерно от 3 до 10 тысяч долларов и обеспечивают одинаковый золотистый результат для каждой единицы, будь то спрингроллы, пончики или картофель фри. Проблема – многим заведениям выгоднее покупать уже обжаренные продукты. Это экономит труд. Ты можешь стать официальным поставщиком спрингроллов для всех азиатских ресторанов в регионе или производить пончики, которые потом развозятся по кофейням. Ключ – эффективность. Одна машина делает 1000 единиц в час, снижая себестоимость. И даже если маржа на единицу небольшая, объем быстро превращает это в прибыль. Бизнес номер 3. Линия производства пельменей и вонтонов. На пьедестале под номером 3 вкуснейшая возможность с огромным мировым спросом. Автоматическая линия пельменей и вонтонов. Эти изделия любят по всему миру. Линия – настоящая машина-чудо. Загружаешь начинку и тесто, а дальше машина сама режет, наполняет и складывает изделия на скорости, идеально имитируя ручную лепку. Проблема – ручной труд для качественных пельменей колоссальный, а бизнес-возможность ясна – стать главным производителем замороженных пельменей для ресторанов, супермаркетов и кейтеринга. Секрет успеха – начинка. В рецепте ты можешь делать инновации, гурме-варианты или веган-начинки. Инвестиции обычно от 8 до 25 тысяч долларов. Бизнес номер 2. Варочно-смесительный котел для соусов. Серебро – промышленный смесительный котел с нагревом. Это незаменимая машина для производства соусов, джемов, супов, всего, что нужно мешать и готовить в больших объемах. Такие котлы из нержавеющей стали с мешалкой можно импортировать из Китая примерно от 2 до 7 тысяч долларов. Мешалка дает равномерный нагрев и стабильное качество. Проблема – в обычной кухне сложно стабильно делать большие партии соусов с одинаковым качеством. Возможность запустить свою линейку китайских соусов, ремесленных BBQ-соусов или гурме-джемов. Машина дает тебе объем,
партии по 100-500 литров, а ты концентрируешься на рецептах и маркетинге. Бизнес номер 1. Автоматическая машина для бао-булочек. И вот мы дошли до номера 1. Самой прибыльной идеи со взрывным потенциалом. Автоматическая машина для бао-булочек. Эти мягкие воздушные булочки – мировой фуд-тренд. И с этой машиной ты реально можешь стать королем бао в своем городе. Автоматическая машина с китайского рынка стоит примерно от 7 до 18 тысяч долларов и автоматизирует весь процесс. Ты загружаешь тесто и начинку, а машина делает все остальное, выдавая тысячи единиц в час с идеальной стабильностью. Проблему, которую она решает, очевидно. Делать бао вручную очень трудоемко, а возможностей сразу несколько. Ты можешь стать B2B поставщиком для ресторанов, открыть свой фудтрак или продавать бао в заморозке через супермаркеты. Прибыльность высокая, ингредиенты дешевые, а бао продаются по хорошей цене. С машиной ты убираешь тяжелый ручной труд и сохраняешь большую маржу. Вот и все. 20 реальных возможностей начать свой бизнес с умной инвестицией в китайское оборудование. Как ты видел, тебе больше не нужно быть промышленным гигантом, чтобы производить и продавать. Машина – это только первый шаг. Главные ключи – твое действие, твоя креативность в выборе ниши и твоя решимость построить бренд. Настоящее препятствие – не деньги и не логистика. Настоящее препятствие – бездействие. Я очень надеюсь, что это видео вдохновило тебя и показало, мечта о своем бизнесе реально ближе, чем кажется. Спасибо, что был здесь. Если видео помогло тебе, лучший способ сказать спасибо – поделиться им с другом или родственником, который тоже мечтает начать свое дело. И если ты еще не подписан, подпишись и включи уведомления. У нас подготовлено еще много идей для тебя. Увидимся в следующем видео. Ребят, всем привет! Меня зовут Иван, и со мной вы можете легко заказать любой товар оптом из Китая, напрямую от производителя, без переплат и посредников. Если нужно оборудование для производства или товар для перепродажи, напишите просто мне. Просто присылаете мне запрос или фото, и я найду поставщика, уточню цену, проверю товар и организую полностью доставку. Все под ключ, от поиска до логистики. Отдельно работаем с пищевыми и не пищевым промышленным оборудованием. Сканируйте вот этот вот QR-код и оставляйте заявку, обсудим ваш заказ лично. Пока!